Друзья, нашла в интернете шикарный рецепт, только мука и кипяток, я не устаю их готовить. Это лучше, чем чебуреки, лучше, чем лепешки и лучше, чем пицца. А у меня только что вскипел чайник, я отмеряю 250 мл кипятка, 1 стакан, и вливаю кипяток в миску. Добавляю хорошую такую чайную ложку соли с горкой, немного перемешаю, чтобы соль растворилась. И сюда же добавляю 40 грамм растопленного сливочного масла. Друзья, мы сейчас с вами готовим самое удачное тесто на кипятке. Для чебуреков, лепешек, вареников оно просто универсальное и мое самое любимое. А у меня здесь 450 грамм муки. К муке добавляю чайную ложку разрыхлителя. И высыпаю муку с разрыхлителем в кипяток со сливочным маслом. Все хорошо перемешиваю сначала ложкой. А когда тесто немного остынет и его можно будет взять в руки, продолжаем вымешивать руками. Вымешиваем тесто буквально 5 минут, этого будет достаточно, просто чтобы все ингредиенты хорошо объединились. Это тесто по составу очень простое, но просто шикарное в работе, и с ним получается очень-очень вкусная выпечка, хрустящие чебуреки с такой пупырчатой корочкой, которые все любят. А мы с вами уже замесили тесто, прикройте его целлофановым пакетом или обычным кухонным полотенцем и оставьте минут на 10, чтобы оно отдохнуло. А тесто уже отдохнуло. Посмотрите, оно очень мягкое, нежное, и выпечка с ним получается просто бесподобная. Делим тесто на 2 равные части. Готово. И каждую половинку теста немного подкатаем, а затем нарезаем на кусочки. Друзья, а что вы больше всего любите? Чебуреки, пиццу? А может, кто-то любит жареные пирожки или бургеры? Напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь, мне очень интересно. А также я буду рада, если вы напишите, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас, оставляйте комментарии, я всегда очень рада вашим теплым словам. А мы разделили тесто на равные части, всего у нас получилось 8 вот таких вот кусочков теста. И сейчас каждый кусочек теста мы подкатываем вот в такой вот симпатичный маленький шарик. Все очень просто, повторяйте за мной, у вас все получится. Таким же образом скатываем оставшиеся кусочки теста, подкатываем в шарики, выкладываем на доску, доску подпыливаем немножечко мукой. И обязательно прикрываем целлофановым пакетиком или чистым кухонным полотенцем. Это нужно для того, чтобы тесто не заветривалось, то есть чтобы на тесте не образовалась такая корочка, которая потом будет мешать при раскатывании теста. Все готово, любимые мои. Шариков мы с вами накатали достаточно. В результате у нас получится 8 вкуснейших, невероятно хрустящих лепешек. В миску кладу 2 столовых ложки муки, а также 1 столовую ложку крахмала. Желательно взять кукурузный крахмал, но также можете заменить его картофельным. Эта смесь из муки и крахмала понадобится нам для раскатывания лепешек. Теперь посыпаю мукой с крахмалом рабочую поверхность. Беру шарик теста и раскатываю его вот в такой тонкий пласт. Друзья, тесто очень пластичное, очень удобное в работе. Если необходимо, вы можете добавлять чуть больше муки при раскатывании. Все делается очень просто и легко. Тесто шикарное, универсальное, я вам очень его рекомендую. Я растопила сливочное масло в микроволновке и теперь смазываю сливочным маслом лепешку, которую мы с вами раскатали. Хорошенько смазываю, потому что благодаря маслу тесто получится у нас как будто слоеным. Очень простое слоеное тесто с шикарным вкусом. Ну что, мои дорогие, у нас все уже практически готово, и для начинки я беру небольшой пучок зеленого лука и меленько нарезаю. Вместо лука вы можете использовать зелень укропа или петрушки по вашему желанию. Посыпаю лепешку зеленым лучком, вот так, количество лука по вашему желанию, можете больше, можете меньше. А также беру кусочек сыра и натираю его на терке. Сыр можете взять любой, главное, чтобы он хорошо плавился. Грамм 150-200 будет достаточно. Но чем больше сыра, тем вкуснее получатся наши лепешки. Кашу маслом точно никогда не испортишь. Посыпаю сыром нашу лепешку. Как я уже говорила, чем больше сыра, тем получится вкуснее. И теперь посмотрите, вот таким вот образом сворачиваем лепешку в конвертик.
Сначала подворачиваем одну сторону, прижимаем хорошо, чтобы начинка хорошо прилипла, ничего не развернулось во время жарки. Таким же образом вторую сторону прижимаем, сверху смазываем растопленным сливочным маслом и продолжаем формировать вот такой вот симпатичный конвертик с сыром и зеленым луком. Посмотрите, вот такая красота! Друзья, на приготовление этих лепешек вам понадобится всего 20-30 минут. Вы будете в полном восторге, когда буквально через полчаса на вашем столе появится горка таких хрустящих, золотистых, аппетитных, вкусных лепешек с сырной начинкой. Просто пальчики оближешь, готовьте, не пожалеете. Я вам от души рекомендую приготовить это вкуснейшее блюдо. Такие слоеные конвертики действительно получаются очень вкусные, чем-то похожие на хачапури с сыром. А начинку для этих конвертиков вы можете использовать любую по вашему вкусу и по вашему желанию. Но с сыром получилось очень вкусно, поэтому такую начинку тоже обязательно попробуйте. Посмотрите, я раскатала уже лепешку в тонкий пласт, смазала ее сливочным маслом растопленным, посыпаю лучком и сверху побольше сыра. Еще раз сворачиваю вот в такой конвертик. Так, подворачиваем одну сторону. Теперь сверху вторую, немножечко внахлёст. Прижимаем начинку. Еще раз смажем сливочным маслом. И формируем вот такой вот конвертик. Просто подгибаем края конвертика к центру и хорошенько прижимаем. Все готово, друзья, посмотрите, такая красота, можно ставить разогреваться сковородочку и жарить наши лепешки, чебуреки, как мы их назовем, я не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь вашими вариантами названия этих вкуснейших штучек. Может быть, это пирожки, а может быть, чебуреки, а может, лепешки с сыром. За какой вариант голосуете вы? Да, можно еще назвать их конвертики с сыром. Посмотрите, я уже сделала целую гору таких конвертиков. Семья уже просто не может дождаться, когда я нажарю эту вкусноту. А мы с вами ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. И как только масло хорошенько нагреется, по одной штучке выкладываем в горячее масло наши чебуречки. Чем больше возьмете сковородку, тем больше лепешек на нее поместится. На мою сковородку помещается 2 штуки свободно. Главное, чтобы они свободно плавали в масле, поэтому я не кладу слишком много за один раз. Посмотрите, они уже зарумянились с одной стороны, можно их подрумянить еще чуть посильнее, сделать, чтобы корочка получилась такой более золотисто-коричневой, тогда она получится еще более хрустящей, но ничего, можно дожарить их в процессе, перевернем еще пару раз, и корочка получится вот такой, как нужно, хрустящий, аппетитный, золотистый, просто пальчики оближешь, настоящее объедение и заглядение. Все, наши лепешки, конвертики уже готовы. Выкладываем пирожки, можно выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки растительного масла. И продолжаем жарить остальные лепешки с сыром, пока не пожарим. Друзья, а у меня уже все готово. Только посмотрите, какие красивые лепешки получаются с красивой золотистой корочкой. Уже просто не терпится их попробовать, посмотреть, какие они получились внутри и каковы, главное, они на вкус. Что же у нас получилось? Выглядят просто потрясающе. Давайте уже скорее все разговоры оставим в сторону и начнем уже дегустировать. Друзья, такая великолепная, хрустящая, тоненькая корочка. Тесто как будто слоеное, потому что мы с вами тоненько раскатывали пресное тесто, смазывали его сливочным маслом. По такому же принципу готовится настоящее слоеное тесто, а это очень упрощенный домашний вариант, который готовится очень-очень просто. Невероятный аромат сливочного масла, растопленный сыр, это просто настоящие хачапури, я даже не могу назвать их пирожками, это просто какой-то шедевр. Милые мои любимые, я не ожидала, что так вкусно получится, я в полном восторге, рекомендую приготовить это обязательно, обязательно готовьте этот рецепт, всего-то пару простых ингредиентов, а такая вкуснятина получается. Вы должны его попробовать, потому что это нереально вкусно.
Друзья, спасибо, что провели это время вместе со мной. Поделитесь, пожалуйста, рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Таким образом, вы не только поделитесь им с вашими близкими, но и сохраните для себя на своей страничке и в любое время сможете к нему вернуться и найти. Готовьте на здоровье, получайте удовольствие от процесса приготовления, от вкусных блюд, которыми вы балуете вашу семью. А я желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения. Напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся. Жду вас в моем новом вкусном рецепте. Приготовь, поделись, подпишись.